Добрый день, уважаемые зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшняя популярная лозунговая пара «Слава Украине», «Героям слава» имеет не такую уж древнюю историю. Этой паре чуть больше 100 лет. Она прошла путь от студенческого приветствия до официального девиза. Самое раннее известное использование лозунга «Слава Украине» с ответом «По всей земле слава» связывают с обстановкой Харьковского технологического института. Именно там, в 1900 году, была создана революционная украинская партия РУП, первая украинская политическая партия в Надднепрянщине. Известно, что партия имела социал-демократическую направленность, а большинство ее членов были марксистами. Там это приветствие использовалось как своеобразный пароль для опознания единомышленников. Широкое распространение это приветствие, получило уже во время революции 1917-1921 годов, особенно среди военных. Черные запорожцы армии УНР приветствовали друг друга: «Слава Украине! Казакам слава!» А сердюки гетмана Скоропадского выкрикивали: «Слава Украине! Гетману слава!» В 1920 году приветствие «Слава Украине» было официально утверждено в армии УНР. Современная пара «Слава Украине! Героям слава» сформировалась в националистической среде. Ее начала Легия украинских националистов ЛУН, которая действовала в 1925-1929 годах. Та самая Легия, которая была прямым предшественником ОУН, а среди ее основателей был и Союз украинских фашистов. Именно ему некоторые исследователи приписывают появление ответа «Героям слава». ОУН на своем втором Великом сборе в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!». Оно сопровождалось поднятием правой руки, зигованием, точно таким, какое использовали итальянские фашисты, немецкие нацисты, хорватские усташи, испанские фалангисты и словацкая Глинкова гвардия. После раскола ОУН бандеровцами мельниковцы оставили это приветствие себе. Бандеровцы же провели свой второй Великий сбор в Кракове 4 апреля 1941 года и утвердили для членов организации
новое приветствие. Слава Украине, героям слава. Под героями они понимали конкретных лиц, тех, кто участвовал или погиб в терактах, совершенных в Польше. В постановлении сбора прямо указывалось: организационное приветствие имеет форму поднятия выпрямленной правой руки вправо косо, выше высоты макушки головы. Обязательные слова полного приветствия: слава Украине, ответ героям слава. Допускается сокращение приветствия слава, слава. Популярная в интернете цитата, приписываемая Степану Бандере: «И придет время, когда один скажет слава Украине, а миллионы ответят героям слава», в сборнике его работ отсутствует и, скорее всего, является народной легендой. Однако судьбоносный военный 1941 год, который разогнал ауновских шуцманов по лесам в так называемую УПА, заставил ОУН пересмотреть перспективы и будущих спонсоров, а они явно не приветствовали публичное проявление нацизма и фашизма. Поэтому, подкорректировав конъюнктуру, уже в феврале 1943 года Третий чрезвычайный Великий сбор ОУН-Б отменил использование партийного салюта «Зигование» и даже лозунг «Украина для украинцев». В дальнейшем лозунг широко использовался в УПА, а в советское время был закономерно запрещен. В Украину 90-х его привезли бывшие коллаборанты из эмиграции. Канадские доллары и тогдашняя эйфория быстро сделали его популярным. Революция на граните 1990, оранжевая революция 2004 и особенно революция достоинства 2013-2014 активно использовали его благодаря партийным националистам. А в 2018 году лозунг «Слава Украине! Героям слава» был официально утвержден как уставное приветствие в вооруженных силах и национальной полиции Украины. Парадокс в том, что лозунг, зарожденный харьковскими марксистами, поднятый украинскими фашистами, переданный националистам-коллаборантам, запрещенный марксистами и привезенный мигрантами, стал теперь официальным девизом идеологии о унизации и современной украинской армии, которая воюет против российских оккупантов. Оккупанты же, в свою очередь, заявляют, что борются с фашизмом, который этот лозунг якобы символизирует. Воистину, трудно осознать, каковы исторические пути этого лозунга. Спасибо за внимание, друзья. С вами был юрист Валерий Табаков.